Я приветствую всех, с вами Валентина Лыкина, и у меня для вас новое видео в вашу копилочку. Вязание ручек узором ротанг. Для работы нам понадобится крючок номер 4,5, он двухсторонний, 2 карабинчика, а также, конечно же, шнур карамель. Он плоский и поэтому очень идеально подходит для вязания узора ротанг. По составу здесь полиэфир и кашмелон. И длина нити 75 метров на 200 грамм. Ссылочку на магазин я оставлю в описании к данному видео. Также там вы найдете промокод для скидки. В самом начале мы отмерим шнурочек около 30 сантиметров для того, чтобы в дальнейшем пришить карабином. Этот узор, вернее ручка, она не предполагает изначального соединения с карабинами. Так будет удобнее связать сначала каркас этой ручки и в дальнейшем мы пришиваем карабинчиком. Отмерили 30 сантиметров для того, чтобы пришить карабином. И далее мы набираем все как обычно, воздушные петли, то количество, которое нам необходимо для ручки. Укладываем вот таким образом, поднимаем вверх ниточку, разворачиваем крючок, делаем воздушную петлю. Этот узелок мы не считаем и, конечно же, набираем воздушные петли на ручку, заводя крючок под ниточку. Перестраиваясь на фокус поближе, я набрала 80 воздушных петель, и длина ручки у меня будет составлять около 70 сантиметров. Это количество воздушных петель у всех свое, так как плотность у нас у всех разная. Переходим на вязание узора ротанг. Как вязать этот узор? У меня на канале есть подробнейшее видео, где я рассказываю все нюансы и детали данного узора. Ссылочку на это видео я оставлю в описании к этому ролику. Ну а мы продолжаем вязать и вяжем следующий ряд узором ротанг. Делаю воздушную петлю подъема. И теперь я вяжу узор ротанг в следующую точку. Вот здесь у меня воздушная петля, и вот она, петелька основания. Я в нее уже не вяжу, так как сверху воздушная петля. Перемещаюсь вот в эту, в следующую, и ввожу крючок за вот эту одну стеночку. То есть под крючком у меня будет одна ниточка, над крючком у меня будет вот эта дужка и верхняя стенка воздушной петли. Вот так. Теперь я захватываю рабочую ниточку, вытягиваю ее и провязываю узор ротанг как положено. Сначала протягиваю, делаю воздушную петлю, перемещаюсь в следующую точку и захватываю ниточку точно так же, только одну под крючком. Сверху у меня 2 ниточки. И провязываю опять узор ротанг. Вяжем вот таким образом до конца ряда, вот в эти петли. Довязав до конца, у нас здесь, конечно же, находится узелочек, который необходимо распустить. Просто тянем за хвостик и вытягиваем эту ниточку. Далее тянем и затягиваем вот так. Теперь мы переходим на другую сторону, то есть вот сюда вот нам необходимо перейти. Вот он, хвостик этот. Здесь у нас была последняя протяжка, воздушная петля была. Теперь мы разворачиваем вот таким образом наше вязание. Находим ту точку, где у нас провязана последняя протяжка. Вот она, эта петля. Вводим сюда крючок за одну ниточку, захватываем рабочую нить, протягиваем ее и протягиваем сразу через рабочую петлю. Вот так мы перешли в центр. И теперь для подъема на этот ряд нам необходимо сделать одну воздушную петлю. Вот так. Теперь мы вяжем узор ротанг, все как обычно.
и вводим крючок, получается, вот она у нас последняя протяжка, после нее вот сюда. Ввести нужно таким образом, чтобы под крючком у нас была вот эта воздушная петля, которую мы провязывали на протяжении всего узора. И с обратной стороны это будет выглядеть вот так. Сейчас вот тут вот эту ниточку вот сюда. По бокам 2 ниточки, и вот они, вот эти протяжки. Сверху дужка. Вот так. И вот в эти отверстия мы вводим крючок, захватываем также рабочую ниточку, вытянули протяжку и провязываем, делаем воздушную петлю, перемещаемся в следующую точку, вот сюда же вводим крючок. С обратной стороны также проверяем, чтобы у нас по бокам вот так были ниточки, здесь по бокам протяжки, сверху над крючком дужка. То есть получается, мы должны захватить всю вот эту область цепочки, которую мы вязали воздушными петлями. А под крючком вот здесь у нас должна быть воздушная петля, которая провязывалась в этом ряду узора ратанг. И таким образом мы провязываем также до конца ряда. И здесь у нас будет вот так получаться в шахматном порядке, то есть между протяжками здесь мы вводим крючок. Я довязала до конца, и как вы помните, в самом начале вот здесь у меня была следующая картина. Я сразу провязала после вот этой протяжки в этом ряду самую первую, а вот в самом начале я провязала воздушную петлю подъема. Здесь я должна сделать все то же самое. Вот у меня вот в этом ряду, вот она, самая первая протяжка. Здесь самая последняя перед ней. А вот в эту точку я сейчас провяжу просто столбик без накида. За 2 ниточки вот так захватываю и провязываю столбик без накида. Вот так. Теперь разворачиваю, и следующее действие — это выполнение обвязочного ряда соединителями столбика. Немножко вот так вытянули эту петлю и ввожу крючок в ту точку, куда я сейчас провязывала столбик. Захватываю здесь ниточку, вытягиваю ее и протягиваю через рабочую петлю. Вот так. Далее я должна буду вязать за заднюю стенку всех петель. Вот так разворачиваю, вижу, вот она у меня, петля была подъема. Я захватываю за одну ниточку, захватываю рабочую нить и протягиваю через рабочую нить. Далее нахожу вот у меня вот здесь вот такие петли. Это воздушные петли между протяжками были в узоре ратанг. Сейчас я за эти ниточки буду провязывать. Нахожу, вот она, следующая петля, куда я должна провязать. Я за вот эту заднюю стенку этой петли ввожу крючок, захватываю ниточку и протягиваю через все петли. Вот так. Перемещаюсь в следующую, вытягиваю немножко ниточку, опять нахожу промежуток, где у меня провязана воздушная петля. Я сюда же ввожу крючок за заднюю стенку, захватываю рабочую нить и протягиваю ее через рабочую петлю. Вот так. Перемещаюсь в следующий промежуток, также нахожу заднюю стеночку, захватываю ниточку, протягиваю через рабочую петлю. И так мы вяжем на протяжении всего этого ряда, не пропуская ни одной задней стенки. Вот так. Тогда у нас будет получаться, что между протяжками вот здесь еще такие штришки будут. Еще такой очень важный момент. У нас вот с этой стороны идет одна протяжка между вот этими двумя, то есть вот здесь внизу. А с этой стороны, если мы будем вязать, то за счет того, что первый ряд мы провязывали, да, у нас под крючком оставалась ниточка,
И когда с этой стороны вязали, у нас опять здесь, цепляясь за вот эту одну нить, у нас здесь еще одна добавится, то тогда у нас с этой стороны будут две такие протяжки, а с этой одна. Если вы хотите, чтобы у вас было все симметрично, одинаково, то просто здесь захватываем вот так две ниточки и провязываем точно так же, как и вот с этой стороны. Просто захват, за счет того, что мы обе ниточки здесь заберем, здесь останется одна, и тогда будет с обеих сторон у нас одинаковая обвязка. Вот так. То есть с этой стороны вот тут внутри одна ниточка, и с этой стороны тоже одна. А с этой и с этой такая косичка, обвязка. Можно не утруждать себя и провязывать, как и здесь. Но тогда понимать нужно, что вот тут у нас будет две вот так ниточки. Вот так. Но я буду провязывать за две, чтобы обе стороны были одинаковые. После выполнения обвязки по всему периметру мы обрезаем ниточку с учетом длины, которая нам понадобится для того, чтобы зафиксировать эту ручку карабином. Кстати, очень эффектно смотрится такая ручка, выполненная из трикотажной пряжи. Сейчас на вашем экране сумочка именно с такой ручкой. Правда, очень эффектно выглядит. Я пришила ручку карабином, и теперь у меня вот такая готовая деталь для моей сумочки. Я думаю, этот мастер-класс вам очень пригодится. Обязательно делитесь своими работами в Instagram, указывая хэштег, который я оставлю в описании, или присылайте фотографии в личные сообщения. Благодарю за ваше внимание. До новых встреч!